Привет, друзья! Сейчас вечерний обзор главных новостей Европы. В Германии активно обсуждается ситуация, связанная с афганскими гражданами, которая ранее была официально подтверждено право на въезд и защиту. Около 1800 человек продолжают ожидать дальнейших процедур. При этом окончательное решение находится в компетенции федерального правительства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Параллельно в Германии обсуждают возможные изменения цен на железнодорожные билеты. Компания Flixtrain объявила о масштабных планах обновления поездов и расширения маршрутов. В Берлине также идут консультации о будущем руководстве Европейского центрального банка ЕЦБ. Германия впервые рассматривает возможность выдвижения кандидата на пост главы ЕЦБ после окончания полномочий Кристин Лагард. При этом в Брюсселе учитывается фактор председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и баланса влияния стран ЕС. Не меньше вопросов вызывает и пенсионная система Германии. Правила выхода на пенсию после 45 лет страховых взносов вновь обсуждаются в рамках политической повестки на фоне старения населения и увеличения нагрузки на бюджет Германии. И еще один важный сигнал для экономики. Германия фиксирует снижение объемов экспорта в Соединенные Штаты Америки, что отражается на ряде ключевых отраслей и становится предметом обсуждения в Берлине и в Брюсселе. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии обсуждается ситуация, связанная с афганскими гражданами, которым ранее было официально подтверждено право на въезд и защиту. По состоянию на сейчас около, внимания, 1800 граждан Афганистана продолжают ждать въезда в Германию, находясь в Пакистане. Речь идет о бывших переводчиках, сотрудниках западных организаций, активистах и членах их семей. Эти люди уже прошли предварительные проверки, получили подтверждение и начали подготовку к переезду. Кстати, многие продали даже жилье, завершили трудовые контракты и оказались в сложной жизненной ситуации, рассчитывая на реализацию ранее подтвержденных решений со стороны Германии. Однако процесс был заморожен и ожидание затянулось на месяцы. Теперь же окончательное решение по этому вопросу находится именно в компетенции федерального правительства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Его правительство вынуждено учитывать сразу несколько факторов, такие как внутреннее давление из-за миграции, рост недовольства в обществе и одновременно реальные обязательства государства, которые уже зафиксированы документально. Ситуация имеет и европейское измерение. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что подобные случаи затрагивают не только Германию, но и всю систему доверия внутри Европейского Союза. Если страна ЕС дает официальное обещание, оно должно выполняться, иначе под вопрос ставится надежность всей европейской миграционной политики. Фактически Германия сегодня находится перед необходимостью определить дальнейший порядок действий, либо реализовать ранее принятое решение в отношении примерно 1800 человек, как я сказал, либо пересмотреть подход к таким обязательствам на государственном уровне. Решение по этому вопросу станет индикатором того, каким образом Германия реализует ранее зафиксированные обязательства на практике в конкретных административных и правовых рамках. Следующая новость одна из самых важных для пассажиров. В Германии пассажирский и железнодорожный оператор Flixtrain объявил о планах обновить свой подвижной состав и расширить сеть маршрутов с 2028 года. Компания собирается приобрести новые поезда более высокого класса, чтобы улучшить комфорт и увеличить скорость обслуживания. Однако обновление техники может повлечь за собой и рост цен на билеты. Представители Flixtrain предупреждают, что покупка и эксплуатация новых составов требует значительных инвестиций, и часть расходов, вероятно, отразится на тарифах для пассажиров. Уточняется, что цены могут вырасти в зависимости от маршрута и спроса, при этом точные суммы пока не называются. Напомню, сейчас Flixtrain активно конкурирует с другими перевозчиками на рынке регионального и межрегионального сообщения, предлагая более дешевые варианты поездок между крупными городами Германии. Расширение этого парка новых составов – это часть стратегии компании по укреплению своих позиций и привлечению большего числа пассажиров. Для многих пассажиров это может означать повышение качества услуг, при этом обсуждается вероятность изменения ценовой политики. Также пассажиры надеются, что изменения не сильно ударят по семейному бюджету, особенно на популярных направлениях с большим пассажиропотоком.
Я вам ранее более детально уже рассказывал, что сегодня общий рынок железнодорожных перевозок в Германии переживает сильную конкуренцию, и поэтому инвестиции в новые поезда – это не только затратный шаг для Flixtrain, но и ответ на требования пассажиров к комфорту и скорости. Однако в условиях инфляции и роста затрат на энергию и обслуживание обновление подвижного состава может повлиять на всю структуру расходов и тарифов. Следующая новость связана с обсуждением финансового курса Европы. В Германии обсуждают возможность впервые в истории получить пост председателя Европейского центрального банка ЕЦБ. Напомню, что сейчас этот пост занимает Кристин Лагард, и ее полномочия истекают в 2027 году, но уже в Берлине ведутся консультации о том, кто может стать ее преемником. Правительство Германии рассматривает двух возможных кандидатов от немецкой стороны. Например, нынешнего государственного председателя Бундесбанка, главного банка страны, Йохима Нагеля и члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель. Оба политически и экономически подкованные, но напомню, что кандидатура и процесс выдвижения требуют поддержки абсолютно всех стран Европы. Немецкие власти признают, что шансы получить эту должность остаются очень низкими. Никогда прежде глава ЕЦБ не был гражданином Германии, а сейчас в Брюсселе, как вы знаете, уже работает немка. Это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья каденция продлится, напомню, до 2029 года. Существует мнение, что одновременно занятие двух ключевых общеевропейских постов представителями одной страны является маловероятным, что может снижать шансы немецких кандидатов. Тем не менее, в правительстве Фридриха Мерца подчеркивают, Германия как крупнейшая экономика еврозоны должна участвовать в борьбе за ключевые международные позиции. Возможный успех в этом конкурсе не только укрепил бы влияние ФРГ в экономической политике ЕС, но и усилил бы ее роль в формировании стратегии общей валютной и финансовой политики. Если в конкурентной борьбе немецким кандидатам не удастся получить пост председателя ЕЦБ, обсуждается альтернативная цель – это пост главного экономиста Европейского центрального банка, напомню, который также имеет высокий уровень влияния на монетарную политику еврозоны. Но на этом главное событие дня не заканчивается. В Германии по-прежнему действует правило: после 45 лет страховых взносов можно выйти на пенсию без сокращения. Это касается людей, которые долго и непрерывно работали и регулярно платили взносы в пенсионную систему. Речь идет о так называемой пенсии для особо длительно застрахованных. В 2025 году, напомню, возраст выхода по этой схеме зависит от года рождения. Для тех, кто родился в 1964 году и позже, пенсионный возраст составляет 65 лет, а для более старших поколений он намного ниже – от 63 лет с постепенным повышением. А теперь очень важно знать, какие периоды засчитываются в эти 45 лет стажа. Учитываются годы официальной работы с уплатой взносов, служба в армии, уход за детьми до 10 лет, уход за близкими, а также периоды получения пособия по безработице 1. При этом социальная помощь и пособие по безработице 2 в расчет не идут. Размер пенсии напрямую зависит от заработка за всю трудовую жизнь. В среднем человек с 45 годами взносов и средней зарплаты по стране может рассчитывать примерно на 1600-1700 евро брутто в месяц до вычета налогов и медицинской страховки. На фоне старения населения и роста нагрузки на пенсионную систему Германии эта тема все чаще звучит в политических дискуссиях. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивает, что система должна оставаться справедливой для тех, кто десятилетиями работал, но при этом быть финансово устойчивой для будущих поколений. В Европе аналогичная проблема обсуждается и на уровне ЕС. Выход на пенсию после 45 лет взносов остается одним из немногих механизмов, который в Германии позволяет уйти на заслуженный отдых без потери в выплатах, но воспользоваться им могут далеко не все. И это только начало. Экономика Германии фиксирует изменения в динамике внешней торговли. Объемы экспорта в Соединенные Штаты Америки демонстрируют снижение. За последний год поставки немецких товаров в США заметно упали, и это стало проблемой для производителей, ориентированных на внешний рынок. Причины спада разнообразны. С одной стороны, спрос американских покупателей снизился из-за замедления экономического роста в самих Соединенных Штатах Америки и повышения процентных ставок. С другой стороны, европейские и американские компании усиливают между собой
конкуренцию, предлагая альтернативные товары и решения, что дополнительно давит на немецкий экспорт. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.